Королевства, в которых жили принц и принцесса, на протяжении многих лет враждовали между собой. Их правители вели ожесточенную борьбу за территории, ресурсы и власть в регионе. Неоднократно вспыхивали кровопролитные войны. Хоть в данный момент шло перемирие, но ненависть и недоверие между королевствами сохранялись. Поэтому, узнав о любви сына к принцессе враждебной страны, король и королева пришли в ярость. Для них это было немыслимо и опасно, такой союз мог ослабить их королевство. Принц с тревогой вошел в тронный зал, где его с мрачными лицами ожидали король и королева. Он понимал, что они каким-то образом узнали о его тайных встречах с возлюбленной принцессой из соседнего королевства. Король сурово взглянул на сына и произнес грозную речь, полную гнева. Его жесты выражали непреклонность. Принц пытался умоляюще доказать, что их чувства с принцессой искренние, но короля это не тронуло. Королева также резко и холодно высказалась против этих отношений. Ее слова звучали жестко как приговор. Принц в отчаянии предлагал отречься от престола, лишь бы быть с любимой, но родители оставались неумолимы. В конце король гневно приказал завтра же отправить принца сражаться с пиратами, чтобы тот забыл о юношеских грезах. Принц стоял поникший и сломленный, а король с королевой переглянулись с видом победителей. Их воля была превыше всего. Так безжалостно родители положили конец мечтам влюбленных, разлучив их навсегда в угоду своим интересам. Принц с печалью в глазах стоял напротив принцессы в тихом саду под ночным звездным небом. Она заметила его подавленность и с тревогой спросила, в чем дело. Принц с тяжким вздохом поведал ей о жестоком указе родителей. О том, что их любовь обречена и завтра ему придется навсегда покинуть ее. Принцесса ахнула и прижала руки к груди, ее глаза наполнились слезами. Принц крепко обнял возлюбленную, его плечи тряслись от рыданий. Она цеплялась за него, что есть силы, не веря в происходящее. Принц шептал слова любви и утешения, покрывая поцелуями ее заплаканное лицо. Наконец настало время проститься. Последний раз нежно поцеловал, дав обещание вернуться. Затем он оседлал коня и ускакал прочь, оставив принцессу рыдать в одиночестве в ночном саду. Ее сердце разрывалось на части в этот страшный момент расставания с любимым. Хотя вокруг цвели розы в саду, для принцессы теперь все потускнело и померкло. Она словно оказалась в темном мире тоски и одиночества. Ее глаза, красные от слез, смотрели безжизненно и отрешенно. Принцесса много плакала в своих покоях, уткнувшись в подушки. Ее рыдания и крики отчаяния разрывали сердце слуг. На прогулках в саду она всматривалась вдаль так, словно хотела душой догнать ускакавшего принца. Порой принцесса находила утешение в музыке и песнях, что напоминали ей о счастливых днях любви. Она перечитывала письма от возлюбленного, прижимая их к груди и заливаясь слезами. Лишь обещание принца вернуться иногда пробивало лучик надежды в ее опустевшем сердце. Мудрая няня с тревогой наблюдала за страданиями своей питомицы. Она приходила к принцессе, нежно гладила ее по голове и тихонько напевала старинные успокаивающие мелодии. Когда слезы принцессы утихали, добрая няня рассказывала ей сказки о великой силе истинной любви, которая может преодолеть любые преграды. Или вспоминала истории о том, как тяжелые времена проходят, уступая место радости. Так день за днем мудрая и любящая няня своим участием облегчала душевную боль принцессы, даря ей лучик надежды в самые темные часы. Принцесса осиротела во младенчестве. Король, отец принцессы, был доблестным правителем своих земель. Он пал на поле боя, сражаясь с войсками жестокого короля-завоевателя из соседнего государства. Принцесса родилась уже после гибели отца и никогда его не знала. А королева, мать принцессы, умерла при родах, подарив дочери жизнь. Перед кончиной она обратилась в прекрасного белоснежного голубя, что улетел в небеса. Маленькую осиротевшую принцессу воспитывала мудрая и добрая няня. Она заменила девочке родителей, окружила заботой и любовью. Под ее присмотром принцесса выросла и стала доброй и отзывчивой. После гибели короля, отца принцессы, престол перешел к его младшему брату дяде принцессы. Это был добросердечный и рассудительный человек.
Он старался управлять королевством мудро и справедливо, заботясь о своих подданных. Хотя дядя и сидел на троне, он не забывал о маленькой племяннице, потерявшей родителей. Он навещал принцессу, общался с ее няней, проверял, чтобы у девочки было все необходимое. Когда принцесса подросла, дядя с умилением наблюдал, как из хрупкой девочки она превратилась в прекрасную добрую девушку. Он всегда поддерживал ее и гордился ею. Так этот мудрый правитель стал для принцессы не только опорой, но и другом, заменившим ей отца. Он был счастлив видеть, что она выросла настоящей принцессой с открытым сердцем. Прошло несколько лет с тех пор, как принцесса была жестоко разлучена со своим возлюбленным. За эти годы она сильно изменилась. Из милой и чуткой девушки принцесса превратилась в ожесточенную и холодную правительницу. Казалось, ее сердце навсегда закрылось для любви. И вот однажды, когда принцесса в одиночестве сидела в своих покоях, к окну неожиданно подлетел прекрасный белый голубь. В клюве он держал маленький сверток. Принцесса с дрожью в руках развернула послание, принесенное голубем. Это был маленький обрывок пергамента с короткой запиской от ее возлюбленного принца. Почерк был спешный и неаккуратный, а на пергаменте виднелись пятна засохшей крови. Слова на обрывке пергамента обрывались на полуфразе «Ты навсегда останешься в моем сердце». Принцесса поняла, это были последние слова ее возлюбленного. Горе и ярость вспыхнули в ней с новой силой. Слезы на глазах принцессы вмиг высохли. Ее взгляд стал ледяным. Мрачное отчаяние овладело принцессой. Из окна ее замка было видно, как над горизонтом сгущались темные тучи. Закружился вихрь опавших листьев. В небе закликотали вороны, казалось, сама природа рыдала вместе с несчастной принцессой. На следующее утро после гибели возлюбленного у принцессы созрел коварный план. Она приказала запрячь коня и отправилась верхом в зловещий лес к жилищу могущественной колдуньи. Принцесса хотела попросить колдунью о помощи в захвате власти в королевстве и избавлении от дяди короля. Для этого колдунья должна была приготовить магическое зелье, которое принцесса тайно подольет дяде за ужином. И колдунья с готовностью решила помочь принцессе в обмен на обещание щедро наградить ее. Возвращаясь от колдуньи, принцессу всю дорогу преследовал белоснежный голубь. Он летел рядом, пытаясь отговорить девушку от задуманного коварства. Прибыв в замок, она тут же отдала приказ своим слугам поймать эту птицу и запереть в золотую клетку. Так бедный голубь был пойман и заточен по воле ожесточившейся принцессы, чтобы не мешал ей творить зло. В светлом просторном зале замка был накрыт праздничный стол. Во главе за столом восседал добрый король в красочной мантии. Рядом с ним у множества блюд сидела принцесса в изысканном платье. Она выглядела мрачной и задумчивой. В нужный момент принцесса тайно подлила в кубок дяди зелье от колдуньи. Король сделал глоток вина. И в тот же миг превратился в огромного черного кота. Кот жалобно мяукнул, но принцесса лишь торжествующе усмехнулась. Тогда принцесса потребовала немедленно готовить все к ее коронации, которая должна состояться утром. Ведь теперь, избавившись от дяди, она станет новой королевой. Ее приказы были исполнены. Завтра должен был наступить торжественный и зловещий день для королевства. После того, как принцесса совершила свое коварство, атмосфера светлого доброго замка постепенно менялась. Словно тени зла просочились в его стены. Яркие гобелены и занавеси сменились на мрачные ткани темных тонов. Вместо букетов цветов повсюду появились черепа и кости, как мимолеты зловещих чар. Из залов пропали картины и статуи, оставив лишь голые сырые стены каменных сводов. Факелы едва освещали узкие коридоры. Лишь сквозняки гуляли по опустевшим покоям, шелестя изодранными шторами. Так замок словно увядал и тускнел вместе с душой своей новой владелицы, отражая ее мрачную сущность. От прежнего великолепия не осталось и следа. Настал час коронации принцессы в тронном зале замка. Она вышла в длинном черном платье, расшитом серебром. На голове красовалась злая венецианская маска. По залу пронесли факелы, озаряя мрачные лица присутствующих. Зазвучали трубы, возвещая начало церемонии. Когда тяжелая корона опустилась на голову принцессы, ее взгляд стал поистине ужасающим. Глаза полыхнули неистовой злобой и властолюбием.
Подданные в страхе склонились перед новой королевой. Так свершилось ее торжество и воцарение, но это был мрачный день для королевства. После коронации первым указом новой королевы стало объявление войны соседнему государству, откуда был ее возлюбленный. Это решение повергло подданных в шок и ужас. Королева отдала приказ готовить армию к скорому походу. Кузницы и оружейные мастерские запылали, изготавливая доспехи, мечи и копья. Рекруты проходили срочную подготовку. Придворные в страхе шептались в углах, но никто не осмеливался перечить жестокой владычице. Королева с нетерпением предвкушала свою месть ненавистному королевству, которое когда-то так жестоко разлучило ее с любимым. Она злой радостью представляла, как ее огромная армия опустошает вражеские земли, сжигает города и селения, убивает и пленяет солдат. Это будет возмездие за ее растоптанное сердце и юность. Мысли об уничтожении всего, что было дорого ее возлюбленному принцу, доставляли королеве мрачное удовлетворение. Она жаждала заставить его народ страдать так же сильно, как когда-то страдала она сама. Настал роковой день. Войска королевы были готовы выступить в завоевательный поход на соседнее королевство. Повсюду царила мрачная, напряженная атмосфера. Ряды солдат в доспехах выстроились во дворе замка. Их лица были суровы и решительны. Командиры отдавали последние распоряжения. Флаги и стяги развивались над полками. На высоком балконе мрачного замка королева осматривала выстроившиеся войска. Рядом с ней на перилах сидел черный кот с грустными глазами, заколдованный прежний правитель, наблюдавший за происходящим. Кот тихо мяукал, словно пытаясь что-то сказать королеве. Но та лишь презрительно смотрела на жалкое животное, не подозревая в нем человека. Сделав последний прощальный взгляд на войско, королева величественно удалилась в свои покои, оставив кота на балконе. Тот грустно проводил ее взглядом, а затем также печально посмотрел вслед уходящим полкам.